В 2010 году, в одной из моих самых первых поездок за границу, самым большим архитектурным впечатлением для меня стал вот этот мемориал 1956 году. Он посвящен восстанию венгров против просоветского политического курса. Сейчас вокруг него большая стройплощадка, поэтому все элементы мемориала накрыты фанерой для защиты от повреждений. Мемориал сделан по проекту группы ИY с Томасом и Модзи Кисом во главе. Это острый клин под углом 56 градусов из 2006, как год возведения памятника, металлических брусьев разной высоты, от 1,5 метров сзади до 8 метров спереди. Сзади эти брусья стоят разрозненно, затем все плотнее, а спереди расположены абсолютно вплотную друг к другу. Задние брусья покрыты ржавчиной, а спереди клин отполирован до блеска. Клин разрывает брусчатку, как бы коммунистический строй. Можно походить между этими брусьями, если ты поддерживаешь антикоммунистические настроения. Если вы коммунист, тогда можно просто прогуляться по парку Лигет. Проект Лигет – это культурный парк в центре Будапешта. Там будет этнографический музей, музей венгерской музыки по проекту Су Фуджимото и Национальная галерея Будапешта. В общем, этот парк должен будет стать супермагнитом для туристов и местных жителей. И теперь пару слов про каждый из будущих объектов этого парка. Эти скатные крыши, выступающие с двух сторон от мемориала, это две части криволинейного сегмента, 60% которого будет находиться под землей. Это уже строящийся этнографический музей по проекту Napur Architects. Те самые, которые делали реконструкцию Дунай-арены в предыдущем выпуске про Будапешт. А торцы здания приподняты для того, чтобы вовнутрь проходил естественный свет. Это будут пешеходные, засаженные зеленью, травой крыши, где можно будет чилить, отдыхать. А под землей будут сами выставочные залы музея. В 2014 году Су Фуджимото выиграл конкурс на проектирование дома венгерской музыки в городском парке Будапешта. Он обошел Кенга Кума с его интегрированным в ландшафт угловатым комплексом и Андреа Ватавани с его гигантским эгоистическим дизайном. По японскому обычаю на сайтах архитектурных офисов максимум, что можно найти, это их имейл. Так что официального описания идеи ни этого, ни каких других проектов Фуджимото нет. Но оно здесь и не нужно. Дом венгерской музыки растворяется в парке. Еще не ясно, что во что входит. Дом в парк или парк в дом. Самая яркая часть проекта — это его крыша. Это круглая в плане, но пластичная в объеме форма. Она настолько пластична, что хочется прижаться к ней щекой и спать с ней в обнимку. Крыша перфорирована отверстиями разного размера и разных форм. Через них проходит и воздух, и свет, и в некоторых местах деревья. А еще в этой крыше можно слушать музыку в аудиозалах. Там будут классы для музыкальных занятий, офисы, конференц-комнаты и архив. Под этой крышей главное пространство Дома музыки с двумя большими залами. Один для ивентов, другой для лекций. А между ними большая закручивающаяся лестница. Все это пространство из-за сплошного прозрачного фасада продолжает парк вовнутрь здания. Третья часть здания находится под землей. Лестница из главного фойе ведет вниз к стационарным выставочным залам и звуковому куполу. Следующая часть проекта застройки парка Лигет – это Национальная галерея Будапешта. В отличие от Дома венгерской музыки, ее строительство еще не началось, и непонятно, начнется ли вообще. Потому что правительство Будапешта и правительство Венгрии пока что не смогли решить единогласно, нужно ли Будапешту это здание в принципе. Конкурс на этот проект проходил на топовом уровне. Участвовали Чипперфильд, Мекану, GMP, где я работал, Хеннинг Ларсен, Ниета Сабияна, Снахета и Санаа. Последние два офиса оба выиграли, а после дальнейших переговоров решили, что будут разрабатывать проект японского бюро Санаа. Это живописное нагромождение объемов и поверхностей с легким наклоном. Внутри объемов выставочные залы, а по некоторым из поверхностей можно гулять или сидеть в кафе.
Среди этих объемов пространство фойе. Оно освещается сквозь пролеты между выставочными залами. На рендерах это все выглядит легко и воздушно. Войти в галерею можно с разных сторон и с разных уровней. Также на разных уровнях есть открытые и закрытые террасы, которые тоже направлены в разные стороны. Из-за этого комплекс выглядит приглашающе, откуда бы ты к нему ни подходил. А из-за нерегулярного, даже хаотичного силуэта, его внешний вид сочетается с парком. Следующая часть парка – биодом Парк Панон. Это расширение территории зоопарка за счет бывшего парка развлечений. Студия Mertec, сейчас Paulini & Partners, выиграла конкурс на этот проект. Биодом по-русски биокупол. Это внутренняя среда с собственной экосистемой. Все параметры внутреннего климата можно настраивать под нужды каждого конкретного животного. Основной элемент здания – это стальная триангулированная конструкция. Она опирается на бетонную стену по периметру. Идея в том, чтобы воссоздать флору и фауну Венгрии миоценового периода, а это 5 миллионов лет назад, и показать, насколько изменилось все с тех пор. Конечно, первобытные виды миоценового периода особо сейчас не покажешь, так как все они вымерли. Но вот потомки этих животных живут и сегодня, только почти все в других местах. Сегодня в Карпатском бассейне не живут носороги, слоны, морские коровы или акулы. В будущем в Панон-парке с помощью сегодняшних потомков животных, которые когда-то здесь жили, воссоздадут животный мир, какой он был здесь 5 миллионов лет назад. Другими словами, это будет главный принцип выборки животных для Панон-парка. Здание будет состоять из 3 основных элементов – морского аквариума, первобытного леса Панона и туристического центра. По плану биодом откроется в следующем 2021 году. Помимо современной архитектуры, в парке Лигит есть псевдоисторический замок Вайдахуньят, купальни графа Сечени, несколько классических музеев и самая крутая из тех, что я видел, детская площадка. Вообще, Лигит по-венгерски это и есть парк. И под этим именем объединили городской парк вместе с его существующими постройками и инфраструктурой с новыми объектами современной архитектуры. Так что концентрация развлекательных и культурных заведений действительно зашкаливает. И все это круто, только единственное, что беспокоит, это что самого парка там осталось немного. Про современную архитектуру какой страны было бы интересно узнать, можно написать в комментариях. А следующий выпуск будет горячий, как киевская перепечка, потому что он будет как раз про Киев.